Приветствую вас на канале Сад Огород своими руками. Сегодня мы предпринимаем некоторые действия по улучшению плодородия почвы, на которой все лето выращивали свои огородные растения. Все дело в том, что за период вегетации растения выносят из почвы массу полезных элементов, которые необходимы им для их нормального и успешного развития. Вынося элементы питания из почвы, таким образом почва беднеет и становится менее плодородной. Поэтому каждую осень мы предпринимаем некоторые действия по дополнительному внесению элементов питания уже из расчета на следующий сезон. Сегодня мы будем вносить в почву двойной суперфосфат. Это фосфорное удобрение, очень широко известное всем вам, я так думаю, недорогое, но тем не менее оно эффективное. Оно обеспечивает растения в будущем фосфором. Фосфор — это и цветение, это и бутоны, это и энергия. Поэтому фосфор растения выносили на протяжении всего теплого периода. Сейчас мы с осени имеем такую уникальную возможность его внести как раз к весне, к моменту высадки растений. Фосфор будет доступен для их корневой системы. Они быстро начнут развиваться, наращиваться корневая система и увеличиваться их энергетическая активность. Но кроме фосфора очень желательно внести какую-нибудь органическую составляющую. Мы вносим на квадратный метр одно вот такое ведро коровьего перегноя. Перегной — это беспроигрышный вариант, который наполнит почву не только элементами питания, но также и органической составляющей. Что такое органическая составляющая? Это улучшение структуры почвы, это дальнейшее улучшенное развитие корневой системы растений. То есть корни в хорошо структурированной легкой почве, наполненной органической составляющей, корни высаженных впоследствии растений будут очень хорошо развиваться, они будут хорошо дышать, они будут хорошо удерживать, вокруг них будет хорошо удерживаться влага. Вот так, 2 ведра на 2 квадратных метра. И давайте внесем двойной суперфосфат. Я думаю, вы знаете, конечно, это. Из какого расчета вносим? Мы никогда не отмеряем суперфосфат весами, потому что средняя норма внесения вот столько на ладони на 1 квадратный метр. Равномерно рассыпаем. У нас грядки по 2 квадратных метра. Но для кого-то, может быть, это смешные, конечно, объемы площади. У нас на даче вот так. Небольшие объемы, тем более с небольших объемов хочется снять хороший урожай. Если встретили вот таких друзей, это с перегноя только что, то, конечно же, их нужно удалять. Это хрущи, которые грызут потом и картофель, и многие другие культуры, корневую систему других культур. Знаете, с 2 ведер вот 3 штуки. Я их потом раздавлю. Внесли. Но все дело в том, что и перегной, и суперфосфат, они действуют только там, где они находятся. Если мы вот так все это оставим на поверхности почвы, это все внесенное будет бесполезным. Фосфор маломобильный, он практически не передвигается внутри почвы, поэтому его нужно заделать на глубину корня обитаемого слоя почвы. То есть, простыми словами, если просто сказать, все это дело нужно перекопать, ну, примерно на штык лопаты. Вот у нас тут на поверхности солома. Это мульчирующий материал, которым мы укрывали томаты, которые выращивали низкорослые на этих 2 грядках. Вот сейчас короткие кадры. Какой урожай с этих грядок мы взяли. Друзья, ну сами понимаете, что если вырастает такое растение, наполненное просто плодами в таком количестве, то это все элементы, вынесенные с почвы. Они не взялись с воздуха, они взялись с почвы. Вот мы предпринимаем некоторые меры для того, чтобы на следующий год у нас урожай был не хуже. Делайте так по возможности, и весной, конечно же, растения
это сразу почувствует. На этом видео закончу. Спасибо за внимание. Всего вам доброго.